Друзья, всем привет! Ну что, у нас сегодня обновочка по теме Deus 2. Наконец-то пришла катушечка долгожданная HF2. Долго не могла она выйти на рынок. То появлялась, то пропадала, то сроки откладывали. Ну и все, наконец, она у нас в руках. И мы делаем первый ее обзор, первую распаковку. Пока я еще ничего не прошился, катушка только ко мне прибыла. Поэтому предлагаю посмотреть на нее вживую. Итак, вот она, долгожданная коробочка. Ну что, давайте не будем долго мучиться и раскроем ее. Ну что мы тут видим? Видим катушку, видим карбоновую штангу. Тут у нас зарядное устройство, крепежи и, о чудо, какой-то тюбик. Тюбик. К этому вернемся позже. Ну, что, катушечка 6х9. Лодочка. С защитой. Так, провод у нее вот так вот. Здесь небольшая спиралька. Провод будет крепиться в штанге к батарее. Штанга у нас карбон. Такой приятный на ощупь. Ну, карбон, он и в Африке карбон. Что тут обсуждать. Далее батарея где-то здесь у нас крепится. Вот такая батарея. Провод будет соединяться, я так понимаю, 4 контакта, как-то так. Да? Ну да, вот он так вот. Хоп. И все. Так, ладно, к этому мы вернемся позже. Тут есть еще свои нюансы. Как бы говорят, что она для подводного поиска тоже подойдет, что ее можно притапливать. Но для этого есть тут... кстати, давайте позже к этому вернемся. Посмотрим зарядку. Как заряжается зарядка. Зарядка вроде должна была быть магнитная. Так, это здесь у нас винтики-болтики для крепления катушки к штанге. Это у нас зарядка. Зарядка происходит... Сейчас мы раскрутим вот эту закруточку. Зарядка батареи происходит... Сейчас поглядим. Вот так. Как она? Она, по идее, магнитная должна быть. Эй, алло. Так, сейчас поглядим. Стойте. Сейчас внимательно посмотрим. Ага. Зарядка вот так вот происходит. Я так понимаю, она... Вот так. Она просто одевается сбоку. Зарядочка. И дальше в зарядное устройство USB вход. Хорошо. Вот. Это мы... Ну, в принципе, здесь все понятно. Но есть один маленький нюанс, который вызывает кое-какие вопросы. Так, здесь есть инструкция. Да. Ну, на ней все показано. Что на ней показано? Давайте посмотрим. Ну, показана зарядка батареи. Когда заряжается, какая-то лампочка мигает. Ну ладно, это мы еще все разберемся. Здесь показано, как соединяется катушка, как соединяется аккумулятор, как вставлять провод. Судя по всему, это как-то происходит. Я сейчас поменьше сделаю. Это происходит как-то. Втаскивается батарея. Все это. А где провод? Почему он не вылез? Ага, хитро. Здесь надо еще подумать, как его тут. Почему он у нас не вылез? Вот он тут. Да, он тут подцепляется. Не очень, кстати, удобно. Сейчас, подождите, еще глубже, если засунуть. Практически вот сюда. Ну вот, и смотрите, и у нас кончик появляется. Если полностью засовываешь, до соединения появляется кончик.
Вот. И дальше на этот кончик мы подсоединяем батарейку. Ну, ладно, это все понятно. Вернемся, как говорится, назад на базу. Это все механика. Так, тут ладно, с зарядкой потом будем смотреть, как это. Ну, это здесь ничего серьезного не должно быть. Ну и вот тут интересный момент, что данное соединение, я так понимаю, на батарее, вот оно, его нужно промазать силиконом. Угу. Вот. Промазать силиконом вот эти что ли, концы что ли получается? Нет, наоборот, промазать силиконом вот эти штыречки, 4 штуки. Нахера, непонятно. Ну, видите, умножить на 4. И дальше по кругу вот здесь силиконом обмазать. Это для погружений, судя по всему. Так, но далее. Интересный момент. Нам здесь указаны костные наушники. И что 6 концов на костных наушниках нужно также смазать силиконом. И тут вот вопрос. А почему об этом не было сказано раньше? Я не помню такого пункта, что у многих выходили эти костные наушники, многие отправляли их на гарантию. А не было ли причина этой гарантии, то, что вот этого исхода, что надо было засиликонивать? Почему это только сейчас обнаружилось? Это просто здесь указывает на костные наушники вот этот. Вот такой интересный момент. Ну, наверное, скорее всего, в процессе обнаружили косяк, что какая-нибудь вода, наверное, попадает все-таки сюда. И выходит, у меня несколько было выходов из строя именно потому, что пропадал одно ухо сигнал. Ну, возможно, какая-то негерметичность. А это, наверное, будет герметично. Ну что ж, ну вот, в принципе, начальный обзор всего этого я сделал. Ну все, нам остается теперь перепрошить блок, уши и лопухи на прошивку 3.1. И все, и начать приступить уже к испытанию данной катушки. Первое испытание наше будет, знаете, какое? Мы посмотрим, видит ли она золотую цепочку мелкую на морской программе. Deus 2 на морской программе этого не видел. Увидит она, значит, хорошо. Не увидит, это будет разочарование. Я не знаю, я не смотрел никакие тесты, чтобы к чужому мнению не привязываться, поэтому все испытаем сами. Так что ждите, друзья, теперь нас ждет некоторое время будем испытывать эту катушку. Пишите в комментах, что еще испытать.